что я нашел. Слушай, реально кто-то стоит и фары вырубил. Какая-то машина. С вами снова канал Искатель призраков. Друзья, я сегодня отправился еще раз на дорогу призраков, часть 3. Вы просили меня об этом. Я взял с собой оператора, чтобы не было так страшно. Во второй части, если вы помните, за мной бежал какой-то неизвестный человек, поэтому я отправился где-то на середину. Я не буду идти ближе к дороге, потому что там, возможно, он и ездит на машине и ищет своих жертв. Сейчас еще чуть по прямой хочу туда пройтись, посмотреть, что там есть. Буду проводить сеанс ЭКФ. Я хочу еще задать несколько вопросов и хочу конкретно все-таки узнать, что здесь происходило. Я хочу у душ спросить этого леса, если они мне смогут ответить, кто все-таки за мной бежал. Не переключайтесь, я надеюсь, будет страшно. Призраков. Я решил отправиться туда по прямой. Дорога вроде и небольшая, всего лишь около 3 километров. Но когда я проверял ее, и тут были разные пути. И многие из них вели к домам. Главное, чтобы опять не было никакого здесь человека. Потому что я уже начинаю сам бояться эту дорогу. То ли псих выйдет, то ли какой маньяк. Кто его знает. А и вправду, по легенде, которая была написана в интернете, здесь, кроме каких-то алкашей, наркоманов, нормальные люди практически не ходят. Здесь даже не могут проехать машины. Я имею в виду въезд сюда один. И также выезд только один. В этот раз мне очень сильно повезло. Объясню почему. И увидите вы в скором времени. Я решил здесь ходить просто по безопасной дороге. В прошлый раз я шел исключительно по прямой. Представляете, да? И здесь практически никто не ходит по этой дороге. Но именно здесь. Кроме этих психов, которые убегали сюда.
Может, не сюда, не знаю. Я тогда по прямой шел, вот я свернул налево. Может, я сейчас и неправильно иду. Я просто хочу посмотреть, куда я сейчас выйду. Друзья, вот прошел уже метров 500. И знаете, куда я вышел? Тут какое-то здание вот строят. Я теперь понимаю, почему они выбирают эту дорогу. Потому что здесь можно реально в разные стороны разбежаться и выбрать путь какой-то. Я смотрю, эта дорога сейчас ведет к каким-то жилым домам. И тут даже постройка есть. А туда, куда я шел, это было исключительно по прямой. То есть там дальше будет лесополоса. Если я сейчас вернусь обратно и пойду по прямой. Туда, откуда я убегал от этого маньяка. И здесь, я так понимаю, на машине он не может нормально проехать. И поэтому он где-то там находится. Вот оно, значит, что. Но сейчас я дойду до места какого-то. Сделаю сеанс ЭГФ и спрошу у душ, прав я или нет. Что они мне ответят. Давайте смотреть. И действительно, я хотел узнать по ЭГФу, прав ли я все-таки о том, что я думал. Но, к сожалению, сеанс ЭГФ я так и не сделал. Спросите почему? Смотрите дальше сами. Я не знаю, есть смысл дальше туда идти. Там вот, смотрите, уже начинаются жилые дома. Опа. В прошлый раз я заметил, паёк седой был. А в этот раз я нашел какую-то странную куртку. Для чего ее здесь оставили? Непонятно. Довольно необычное место. Я имею в виду состояние души здесь тревожное. Смотрите, друзья. Что я нашел? Слышали? И туда уже идет выход к жилым домам. Наверное, все-таки я туда уже не пойду. Но здесь хороший, да, такой путь. Машины не проедут.
Друзья, буду, значит, возвращаться назад и пойду чуть, может, еще другой дорогой. Хочу просто посмотреть тут несколько выходов и где-то остановлюсь и буду делать сеанс ЭГФ. Как по мне, эта дорога страшнее любого заброшенного здания. И это я на полном серьезе. К сожалению, камера вам не передаст то, что я вижу глазами. Но поверьте мне на слово. Что это было? И вот я уже почти вернулся на место, где я хотел провести сеанс ЭГФ. Но перед тем, когда я начал доставать ЭГФ, приехала машина, остановилась и выключила свет. Кстати, там реально кто-то стоит и фару вырубил. Какая-то машина там впереди. Не хочу выходить из-за куста. Короче, хотел провести сеанс ЭГФ, там, где я проводил его раньше, но там подъехала какая-то машина. Я не хочу испытывать судьбу. Потом он потушил фары и стоял вот просто где-то метров 50 от меня. В этот момент у меня камера была выключена, и я хотел вам показать. Я вышел вообще с другой стороны. К сожалению, да, я не провел сеанс ЭГФ, как я хотел. Но и рисковать, друзья, я тоже не хочу. Я не знаю, кто там реально остановился. И знаете, он когда подъезжал, это было, во-первых, настолько тихо. Он подъехал, остановился, фары притушил, а потом их полностью потушил. И тишина, знаете, такая. И он просто там стоял. И это было реально очень сильно опасно. Потому что я не знаю, что от него ожидать, был он там один или нет. Может, это был и не он, но испытывать судьбу, извините, это не для меня. Я надеюсь, я сейчас безопасно отсюда выйду. Я вроде сейчас иду на правильном пути. Но что-то здесь нечистое, я вам реально скажу. Знаете, с одной стороны, наверное, и хорошо, что у меня была камера выключена и свет не был, потому что он мог был и меня и заметить. А так я стоял, знаете, за кустами, сделал себе такой, можно сказать, небольшой перерыв. И из-за этого, может быть, мне реально повезло. Вообще хотел туда пойти. Прикиньте, он оттуда выехал. Это было просто жесть. Может, это и не он, но я не знаю. Больше всего мне было интересно, зачем он там стал и выключил свет. Знаете, что самое интересное? Что дальше пути для машины нет, только можно пешком идти. Я специально осмотрел всю территорию этой дороги, пошел налево, пошел направо. Проезда для машин больше не было. Значит, тут два варианта. Либо же это был тот маньяк, ну или же полицейские. Как вы считаете, кто все-таки остановился там? Сразу выключил свет и вел себя тихо. Неужели туда приедет нормальный человек, даже если потерялся, и будет сразу выключать свет и стоять в тишине? Будка какая-то.
плиты какие-то, яма. Друзья, я вам скажу, ну его нафиг эту дорогу. Все, я сюда больше не ногой. Более опасного места я еще не встречал, чем это. Я вам серьезно говорю. Все, там дома, надо выходить туда. Думаю, там безопасно. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого места. К сожалению, я вам не показал те фары и как машина остановилась. Но вы должны меня сами понять, что это небезопасно было. Я мог бы, конечно, включить свет, ради вас это показать, но убегать сейчас от кого-то опять я не собираюсь. Честно. Ну его в баню. Уже одного раза хватило. И чем бы это закончилось, я не знаю. А с вами был канал Искатель Призраков. До новых встреч.